И мы начинаем уже такой более гораздо прикладной доклад. Юрий Борисович Мариничев, вам слово. Да, коллеги, здравствуйте. Меня зовут Юрий Мариничев. Так получилось, что достаточно долгая часть моей жизни была связана, ну и продолжает связана быть с кооперацией. У меня достаточно простая задача. На самом деле очень интересно всегда поговорить о будущем, и, наверное, это тоже есть предмет моих интересов. Но здесь я буду рассказывать про прошлое и настоящее. Мы так договорились с Рустамом, когда готовились. Я расскажу некую историю того, как вот мы доходили до такой жизни. Но я бы, если можно, сказал бы еще, немножко перешел бы к предыдущему выступлению, коллеги, потому что мы знакомы с другой бразильской группой, СИКОП. За 20 лет они создали пятую экономику в стране. Это как бы кооперация третьего уровня. Тоже банк у них есть там страховая система, очень интересные программы. Действительно, это кооперация, которая создает местные деньги. И, к слову говоря, опять же эти вопросы звучали, для кооперации я пришел с годами к этому пониманию, что крайне важна принципы общности. Например, если мы говорим про Бразилию СИКОП, там у них двухуровневая система, да, то есть это, например, врачи штата такого-то, судьи города такого-то. То есть всегда есть территориальный признак, который как бы обозначает некие границы, и всегда есть какой-то принцип функциональный. Именно это обеспечивает основу для создания кооперации второго уровня и третьего уровня. Иными словами, местные сообщества имеют право работать только в рамках своих общностей территориальных, плюс еще и, скажем, функциональный какой-то, да. Они не имеют права перераспределять эти средства, они не имеют открывать филиалы в других, скажем, штатах, городах и так далее. Это можно делать только через кооперативы второго уровня. И в этом есть определенная проблема немножко будущего, потому что появляющиеся сегодня технологии, они позволяют на самом деле производить консолидацию всю на первом уровне. То есть не надо это делать. И здесь есть много таких интересных проблем. И, к слову говоря, еще одна реплика по поводу бангладешской банка. Там есть много негативных моментов. Например, по целым штатам проходили целые войны суицидов. Это задавался вопрос, а были ли какие-то проблемы, падали ли эти структуры где-то. Падали, и падали очень серьезно. Но давайте перейдем к позитивному. Значит, я расскажу про опыт ассоциации Гордарика, мы ее так называем. Гордарик – это страна городов, она в этом смысле определяет субъектность, потому что каждый кооператив мы рассматриваем как субъект деятельности. Вся остальная инфраструктура, о которой я сейчас буду рассказывать, она будет в сторону от кооператива вверх, во второй уровень, в ассоциации, фонды, сервисы и прочее. Но есть еще одна задача, очень интересная, мы ей занимаемся, это как раз взаимодействие от кооператива вниз к пайщику, да, или точнее от пайщика до кооператива. То есть, потому что вопрос, а кто является субъектом кооперативной деятельности? Все-таки пайщик или кооператив? Когда мы говорим про экосистему, когда мы говорим про инфраструктуру, мы в данном случае будем рассматривать то, что это все-таки от кооператива. То есть субъектом у нас выступает именно коллективный субъект, кооператив пайщиков. Как мы оказались в этой истории? Значит, в свое время мы создали компанию, коммерческую компанию, она достаточно была успешной, мы были молодые предприниматели, бизнесмены, занимались торговлей, занимались финансами. И у нас была компания с оборотом около $2 миллионов в день. И мы имели очень большую мощность накопленную, это был примерно 96-й год, и мы стали помогать, немножко на аутсорсе, мы осуществляли для других очень крупных тоже коллективов деятельность, такой консалтинга в части управления. И тогда было время, когда предприятия еще советские были большие, директора все красные, и с таким ответственным отношением к коллективам своим. И мы в том числе решали одну из задач, как разделить потоки производственные и потоки социальные, для того, чтобы они не перемешивались. И консультанты нам подсказали о том, что есть такая классная тема, кредитные союзы. Мы посмотрели опыт Путиловского завода, посмотрели международные разные, и так мы вошли. Перед тем, как создать свой первый кооператив мы создали в 96-м году прошлого века, он до сих пор живет, там больше 27 лет, касса взаимного кредита в Петербурге. Мы до этого за год создали командитное товарищество, в которое пригласили руководителей крупных предприятий для того, чтобы вместе с ними разрабатывать эту методологию. Все-таки это деньги, это вхождение в крупные коллективы, поэтому мы шли таким путем. И в 96-м году мы создали свой первый кооператив, а потом обросли этой инфраструктурой. Как она выглядит? Ассоциация Гордарика, собственно говоря,
говоря, вот это такой бренд, я там немножко покажу. В нее входит также форум «Слет Карельский берег», который мы ежегодно собираем уже больше 15 лет. ЦОКС, Центр обслуживания кредитных союзов, это сервисная организация. МРК – это межрегиональная резервная касса, кооператив второго уровня. Клевер фонд – это фонд, который, ну, собственно говоря, создает фундаментальные деньги. Лига кредитных союзов – это наше, как бы, исторически первое объединение. Ее в свое время создавал Александр Александрович Аузан. Он сегодня является деканом экономического факультета МГУ. Он был первым председателем совета. Собственно говоря, они и привезли в Россию вот эту новую кооперацию, ну, в смысле, попытались ее создавать. Ну, есть структуры технические, которые мы должны делать в силу законодательства 190-го закона федерального, под которым мы работаем, это СРО, вот, и различного рода партнерства. Один из принципов, ну, вернее, который мы культивируем, так, а как перейти-то вниз? Вот. То есть все работает на все. Что я имею в виду? Вот все эти компании, которые входят в инфраструктуру, они имеют разную членскую базу. То есть, например, я как бы... Так, вернуть наверх. Вот. Например, скажем, Центр обслуживания кредитных союзов. Это организация, это вообще ООО, как бы, да, то есть она не является, в принципе, членской организацией. И клиентами ЦОКСа, с точки зрения той функции, которую он осуществляет, финансовый консалтинг, менеджмент, вообще не обязательно являются все члены Гордарики или члены, скажем, межрегиональной резервной кассы. Наоборот, кооперативы, которые входят, скажем, в кооператив второго уровня, тоже не все из них являются членами Гордарики или не все члены Гордарики являются этого кооператива. То есть это создает определенную... Ну, как сказать, это снижает конфликтность, да, то есть те организации, которые хотят реализовываться в какой-то части, они могут так или иначе участвовать во всей инфраструктуре, но не обязательно участвовать и выполнять все функции, в том числе участвовать в управлении. Вот, это очень важно, потому что, ну, вообще-то говоря, управление – это большой труд, и это утомляет. Вот, и поэтому нельзя перегружать. Ну вот, возвращаясь немножко, идя по вот этой структуре, да, я, кстати, не сказал, вот в этой компании, в которой как возник кооператив-то, да, смотрите, он возник так. Мы объединились 12 человек, в основном это были топ-менеджеры. Ну, вот надо понимать, да, там крупная успешная компания, там очень приличные зарплаты. Мы стали сбрасываться по 200 рублей в месяц. 12 человек. В первый месяц мы собрали 2400 рублей. Понятно, как бы по арифметике. И эти деньги просто лежали. Во второй месяц мы собрали еще 2400 рублей. В третий месяц мы собрали еще 2000 рублей. У нас получилось 7800. И кто-то из нас, там какая-то девушка, купила себе, по-моему, стиральную машину. То есть вот в формате тех цен вот на эти деньги можно было купить. Через месяц мы снова собрали 2400 рублей, она отдала еще какую-то часть тех денег, по-моему, на полгода она брала этот как бы займ, ну, соответственно, 1/6 от 7200 она стала возвращать. Потом стали появляться другие люди и так далее. Вот кооператив там на максимум у нас был 16 500 человек, вот так вот он создался. То есть я к тому, что не надо, ну, в смысле, я сторонник того, что не надо, я не люблю как бы крупные проекты. И вообще я считаю, что кооперация – это возможность оставаться мелким, сохранять качество жизни малой организации, вот, при этом имея качество жизни при общении к крупному бизнесу. Тебе не надо владеть и создавать одному всю инфраструктуру. То есть это такой антиолигархический как бы подход. Ну и вот сейчас я пробегу немножко по компаниям. Да, ну вот, в принципе, я сказал все на все. Значит, Гордарика. Вот основные ее функции. Да? Ну, мы сказали, то есть это ассоциация кредитных кооперативов. Очень хороший вопрос нам часто задают кооперативы. А можно вступить? Да, можно. А что нам даст как бы эта ассоциация? Ничего не даст, отвечаем мы. Она дает только единственное. Она дает возможность там реализовать то, что вы не можете реализовать в одиночку. Вы можете найти здесь партнеров. То есть она не является в этом смысле, у нее нет задачи быть потребительской как бы организацией. Она не удовлетворяет никакой вашей потребности, кроме как вот в нее. Это быстрее центр влияния, центр компетенций там, и так далее. Значит, соответственно, это развитие межрегиональных и межсекторальных и международных связей. Мы дружим со многими международными ассоциациями, там, с Мондрагоном, с СИКОБом, с Ирландской лигой кредитных союзов. К слову говоря, в Ирландии больше 70% населения являются членами. Для них это была вообще национальная программа выхода из-под геноцида британского. Вот. Ну, вторая история, это, конечно, это идеология, стратегия, традиции, принципы. Очень важно опираться на стратегии.
мы постоянно сверяем позиции, насколько мы остаемся кооперативными. Да, в каждом слайде они будут однотипные. Это КПК всегда находится в центре, как я сказал, кредитный потребительский кооператив, и от него мы куда-то идем в сторону. Да? Ресурсы – это консолидация возможностей, координация этих взаимодействий. Ну и внутренние коммуникации, круглые столы там, и так далее. Вот это основное то, что делает, делает ассоциация. Теперь ЦОКС. Ну вот я сказал, Центр обслуживания кредитных союзов. То есть это сервисная организация. В этом смысле она не является членской, нет в этом никакого смысла. По сути она является, ну вернее по закону она является юридически как бы коммерческой организацией, так как это ООО. По факту она является организацией, там, ну, по сути такой, то есть она бесприбыльная организация. Мы через нее в складчину осуществляем там, с минимальной рентабельностью вот эти вот услуги. Это бухгалтерское сопровождение, консультации, это 115-й федеральный закон антиотмывочный вот, под ФТ. Вот. Это программа материнского капитала, доступа кооператива активно используют эти инструменты, но так как это бюджетное финансирование и это определенные взаимодействия с государством, там проверки всякие прокуратуры, Центробанки и так далее, поэтому мы эту деятельность консолидируем и как бы для того, чтобы кооперативы не подставлялись, не делали каких-то ошибок, не попадали вот в эти сложные ситуации. И это банк плохих долгов. То есть понятно, что любая деятельность, связанная с кредитованием, в ней могут возникать какие-то... Тогда эта организация может выкупать на себя эти долги, ну и потом по мере того, как кооператив... Просто когда вы выкупаете с баланса, снимаете плохие долги, организация становится снова финансово успешной, как бы, да, у нее все нормативы выполняются, и в этом смысле у регулятора не может быть к вам претензий. Вчера она была плохая, сегодня она стала хорошая, просто маленькая, да, а через какое-то время она восстанавливается. И таким образом кооперативы продолжают свою жизнь. Все кооперативы, которые у нас, они, в принципе, все там уже больше 20 лет, там большинство из них с прошлого века. Теперь дальше. Кооператив второго уровня. Вот, это кооператив кооперативов. Он тоже создан в 193-м законе. То есть его членами, его пайщиками являются только кооперативы. Вот, и по закону это так. В нем не может быть других организаций, кроме кооперативов. Задача простая, как бы, да, это покрытие кассовых разрывов, то есть поддержка ликвидности. Вот. Это в основном финансирование до года на условиях возвратности, срочности, платности. Это одна как бы из функций. Вторая как бы функция – это управление резервами. По закону до 50%, это вот вопросы там, законодательства, в котором мы тоже участвуем, да, то есть до 50% своих резервов вы можете держать в кооперативах второго уровня. Таким образом, как бы деньги консолидируются внутрь, они работают снова на кооперацию, а не в каких-то там банках или каких-нибудь ценных бумагах там каких-нибудь правительств Москвы. Там, да? Вот. Поэтому, соответственно, вот это тоже хороший инструмент. Доступ к ресурсам, перераспределение ресурсов между разными регионами. Мы пытаемся это делать вот то, как коллега говорил по Бразилии, как делаем то же самое мы. Потому что в данном случае кооперативы избытки своих денег могут сливать в кооператив второго уровня, и наоборот, как бы кооперативы из других регионов могут в этом кооперативе кредитоваться на короткие сроки. Вот, это все работает. Ну, сейчас у нас там порядка уже 46, по-моему, кооперативов. Вот, тут еще у меня написано 30, немножко была. То есть, ну, она инертно, уверенно развивается. Вначале было 9 таких кооперативов, сейчас у нас осталось их 1. Наш кооператив единственный остался на российском рынке, и это плохо, потому что в данном случае внимания больше, вообще лучше, когда ты не один. Вот. Есть, я думаю, критерием успеха вот этого и Гордарики в том, что мы используем интересные формы как раз управления и ротации. Вот, например, в Гордарике мы делаем что? У нас председатель совета избирается на 1 год всегда. Каждый год сменяется председатель. Но ежегодно мы утверждаем список резерва на будущего председателя, как бы на следующий год из 1 человека и на послеследующий год из 2 человек. И они постепенно как бы двигаются. Отсюда формируется совет. То есть если я, например, председатель совета, и я ухожу через год отработав, я еще на год остаюсь в совете. Для чего? Для того, чтобы какая-то преемственность сохранялась. Кто войдет в совет вместо меня? Вместо меня войдет тот человек, который стоял у нас в резерве, и он был утвержден. Соответственно, он должен быть в совете, потому что как он будет возглавлять совет, если он не понимает, что там было? Понимаете, да? То есть в результате совет состоит, по сути, из резерва и, наоборот, бывших людей. Возникает плавная ротация. К вопросу вот там каких-то рейдерских захватов, там перехватов, то, о чем говорил Рустам, там иногда бывает после уходов, тоже не получается. Если вы хотите хакнуть организацию, вам надо там готовиться, там, как минимум там, за 5 лет выстраивать стратегию, там, и еще не факт, что ты через эти резервы пройдешь сито.
Что касается кооператива второго уровня, здесь мы делаем интересно. Мы проводим ежемесячный рейтинг, 12 самых крупных доноров кооператива, они как бы формируют кредитный комитет. То есть те люди, те организации, которые сегодня наполняют основные фонды, именно они принимают решения, утверждают в конечном итоге то, которое готовит правление, ну и так далее. Значит, фонд. Клеверфонд. Вот это очень интересно, моя любимая структура, наверное, как и Карельский берег. Это, по сути, самый настоящий кооператив из тех, которые у нас есть, хотя и создан в форме фонда. Чем он хорош? Это организация, которая консолидирует фундаментальные деньги. То есть это деньги, которые можно сложить в кучку и поджечь, и ничего не будет. Это деньги, которые выделены, которые ментально поняты, что они не на условиях возвратности, они не на условиях срочности. Это то, что вы передали, и оно стало общим. Как журавль в общем небе. То есть это не те... Вот. И они чем как бы хороши? Когда у вас появляется такой инструмент, вы можете позволить себе то, чего не могут позволить себе никакие другие организации, которым нужно из этого извлечь какую-то экономическую выгоду. Я вот там, ну, у нас тоже там публика там сильно бизнесовая, бывает много, вот, и они говорят, а вот что толку, вот вы вкладываете туда деньги, а инфляция, там или еще что-то. Я там часто задаю вопросы, я говорю, вот смотри, дорогой друг, у тебя какая квартира? Он говорит, ну вот такая. Я говорю, ну сколько комнат? Он говорит, ну 3. Я говорю, я правильно понимаю, что вы с семьей в одной живете, а 2 сдаете, чтобы она вам прибыль приносила? Он говорит, нет. Я говорю, так это же экономически нецелесообразно. Можно же это делать. Вопрос другой, что есть вещи, которые мы тратим для того, чтобы нам было хорошо. И вот это та самая как бы история. И когда у нас появляются вот эти деньги, мы можем поддерживать то, что, возможно, не принесет вообще никакого результата, или рынки, или риски зашкаливающие. Вы можете просто позволить себе тратить. Как мы к этому пришли? Мы взяли 5 простых принципов, вот я здесь написал. Первое – это добровольность участия, свобода входа-выхода. Они у нас есть на сайте, у каждой организации здесь есть сайты. Вот, посильная помощь, то есть помощь не должна тяготить. Это не должна быть для вас кабала. Если вы вошли там в какую-то историю благотворительную, то теперь вот умри и так далее. Вот. Волонтерство, то есть участники не получают свою зарплату в фонде, никакой. То есть вся деятельность делается на общественных началах, и это создает определенную среду. Благотворительность, то есть передаваемые средства становятся средствами фонда, как я уже сказал. Ну и последний момент, что это софинансирование. Мы всегда выступаем лишь партнером. То есть фонд может проинициировать какие-то там даже проекты, но их всегда делает кто-то. То есть должны быть партнеры. Если вас никто не поддерживает, мы тоже поддерживать не будем. То есть, условно говоря, проект, который входит в фонд, там, допустим, для финансирования или для технической помощи, или еще для чего-то, вот, у вас всегда должны быть еще кто-то, кто вас тоже поддержал, кого вы убедили. Кто дал вам либо денег, либо готов какие-то ресурсы. Вот мы всегда участвуем на вот этой как бы последней стадии. Но это классическая такая тема банков развития, фондов развития. Мы здесь не оригиналы. Достаточно интересна как раз может быть история практически, как это получилось. Мы собрались, вот критерием успеха, я считаю, получилось то, что мы собрались в октябре месяце, и нас было 4 кооператива, когда мы начинали создавать этот фонд. Я говорю, давайте мы попробуем договориться, вот где мы себя ограничим. Давайте мы уйдем с этой нашей встречи, вот, которой мы собрались, обязательно договорившись, какими-то деньгами сброситься. Вот давайте будем сбрасываться, во-первых, регулярно, а во-вторых, во-вторых, чтобы мы четко договорились. Почему? Да, и мы договорились, что мы будем сбрасываться по 10 тысяч рублей. Вот, 4 кооператива всего лишь. То есть, ну, понятно, копейки вообще, да? Но дело все в том, что время летит очень быстро. Я говорю, смотрите, очень скоро мы с вами как минимум встретимся еще раз и отметим Новый год, потому что октябрь месяц уже как бы идет, да? Я говорю, давайте попробуем. Вариант А. Вот если мы за эти 4 месяца продумаем с вами концепцию, поймем, для чего это нужно, как это все будет работать, потому что решение шло быстрее, чем продуманная в деталях как бы система. Да? Так вот, если мы это делаем, тогда я говорю, что мы с вами в Новый год, когда соберемся, у нас с вами будет уже 160 тысяч рублей за какое-то короткое время, вот, продолжая. Ну, если мы ничего не придумаем, ну, заберем эти деньги обратно или пропьем их все вместе, соберемся, праздник какой-нибудь отметим. Ну, как бы не проблема. И вот это служило элементом доверия. А понятно, что вы работаете, вы создали все эти правила, и так пошло. Вот. И... Ну, вот, да, ну, по фонду я сказал, значит, это лига уже.
По фонду я сказал, что это техническая поддержка, это гранты, которые мы выдаем, это поддержка нормативов. Кстати говоря, очень хорошая штука. Приходит регулятор, например, в кооперативе что-то случилось, там вылетел какой-то норматив, да, там я сейчас так немножко утрированно. Приходит регулятор, и он имеет претензии. Он может приостановить деятельность кооператива, может вообще закрыть. Это как бы опасно. Что говорит кооператив? Приходите утром, я так немножко утрирую, да. В это время он получает, там, не знаю, платеж конкретно на пополнение. Мы дарим ему эти деньги. У него все нормативы закрыты. Утром приходит регулятор, кооператив в порядке. Мы выводим его из взаимоотношений с регулятором в свои как бы, отношения наши межкооперативные. Нет никаких проблем, потому что все его вопросы кооперативы закрываются. Вот. Ну и это, понятно, среда доверия, которая очень создается здесь. Значит, Карельский берег. Карельский берег тоже любимый проект. Это слет. Ну, это примерно вот такой же формат. Примерно вот так, я с этой, извините, да, вот Карельский берег. Значит, это слет. На самом деле это очень серьезное мероприятие с точки зрения повестки, но вот как мы знаем, да, и мы пришли к этому, у нас много форумов есть, которые проводятся в кооперативной среде, значит, самое ценное в них кулуары. Вот. И мы как бы создаем пятидневное такое мероприятие в нон-стопе с понедельника по пятницу. Мы собираемся, тоже снимаем какую-то базу и общаемся там, ну, не то чтобы без галстуков, в трусах практически, да, потому что это лето, это погода, это классно. Вот. Но сама по себе повестка очень серьезная всегда. Это вопросы будущего проработка, это вопросы сверки всех самых позиций с традициями, это различные тимбилдинги, это новые какие-то опыты. Вот. Но что еще отличает эту модель? Мы принципиально не вырабатываем на ней никаких резолюций никогда. Вот. Идет такая серьезная прокачка, формируется мировоззрение, и когда наши люди выезжают уже на какие-то форумы, у них есть сформировавшаяся позиция. То есть те, где принимаются резолюции. Они понимают, как себя вести, они понимают, как голосовать, они приезжают туда уже сложившимися. Да? Вот. То есть не надо понимать, что это система зомбирования, это не секта, это обычные как бы люди, просто вот там вместе вырабатываются все вот эти вот моменты. Ну и, конечно, это досуг, КВН, там, и многие интересные эксперименты. Времени сейчас нет, я бы про это мог рассказать, какие штуки там хорошие проходят. 15 лет он уже проводится. Значит, Лига кредитных союзов, я уже сказал, это организация, через которую мы, ну, у нас есть свои как бы отношения, но через нее мы, в общем-то, взаимодействуем с глобальными структурами, это Всемирный совет по кредитной кооперации ВОКу, это взаимодействие с государством, вот, это регуляторы. Мы, это я имею в виду кооператив, то есть кооперативы через каждую из этих элементов инструктуры решают свои какие-то задачи, в той мере, в которой ему это необходимо. Вот, обучение, координация, понятно, там есть у нас журналы, учебные центры, но очень важный момент – солидарность. Вот, солидарность, я ее понимаю так, это когда вы поддерживаете не потому, что вам это что-то даст, а потому что это надо, потому что это некое как бы единое. То есть вот культивирование солидарности – это хорошая история. Саморегулируемая организация, ну, это допуск на рынок, СРО, там, со всеми плюсами и минусами этой истории, я не буду про нее долго говорить. Основная там задача – это мониторинг, это формирование компенсационного фонда. То, что по закону мы формируем. Вообще говоря, история с компенсационными фондами нам не нравится. Мы хотим как раз и ломаем эту линию на фонды, которые будут не компенсировать какие-то потери, а фонды, которые будут санировать кооперативы. Потому что важно не то, чтобы пайщики получили свои деньги, важно, чтобы кооперативы сохранились. Вот как бы некая метафора по аналогии с образованием. Вот представьте себе, что какую-то школу расформировали. Там, не знаю, учителя плохие или логистика стала, там поселок разъехался. Не возникает же как бы желание у государства прийти и сказать: так, сколько денег мы вам должны, мы не будем больше учить ваших детей. Вы переводите их в другие школы, то есть это ответственность государства. Вот такая же история, с моей точки зрения, должна быть у кооперативной инфраструктуры. Нельзя просто взять и рассчитаться с пайщиком, потому что пайщик – это не только деньги, пайщик – это те возможности, которые он получает в своем кооперативе. Вот. Ну и вот эта тема отдельно интересная, потому что новые технологии позволяют создавать различные проекты, там всевозможные там зумы, там, не знаю, скайпы и прочее. Вот, например, у нас там больше 15 лет есть радиобухгалтеров.
тыдык, как ее вести? О, вот. Чисто женская история, да, то есть у нас в скайпе собираются, и в режиме, в скайп, это скайп-канал, вот кто-то там обсуждает какие-то темы, насущные собираются бухгалтера. Милое дело, никаких положений, никаких президентов, никаких вице-президентов. Абсолютно устойчивая история, 15 лет люди вынимают ровно то, что им там надо. Вот. Саморегулируемая, вообще непонятно даже, как ну, я знаю, как она возникшая, да, там какое-то время это надо было катализировать, потом она стала работать сама. Ну вот взаимодействие все эти, я сказал, Лига кредитных союзов Ирландии, вот Мондрагон, там мы ведем свой дайджест в курсе Гордарики. В основном это дайджест в курсе Гордарики мы выпускаем, как бы это быстрее летопись. Вот, потому что в ней много... И я рекомендую вести дневники и летопись, потому что, вообще говоря, ну, это может быть электронный сайт, что угодно, но это очень интересно потом почитать через некоторое время, потому что все быстро забывается. Когда проходит лет 15-20, ты сможешь... Вот. Тем более, что есть инерция. Например, когда мы вносим какие-то перспективные вещи, вот то, что мы прорабатываем на Карельском берегу, смотрите, по нашему опыту рынок это более-менее начинает воспринимать лет через 5. То есть вы должны начинать как бы вбрасывать какие-то вещи, часто они смотрятся абсолютно маргинальными на первом этапе, вот, но потом постепенно они как бы обладевают. И вот идет очень большая инерция, тем более среда консервативная. Вот, есть проекты, которые у нас создаются, типа вот хартии кредитных кооперативов, как раз это, возможно, новая ассоциация, которая вот так вот сбоку создается. Я вполне допускаю, она будет перспективной, закроет там и лигу, и все. Вот. Есть вот клуб ДНК, так мы его называем, это дискуссии в кооперации, как раз где мы разрабатываем различные там концепции. Вот. Ну вот, как-то так. Раз. Спасибо большое, Юрий Борисович. У меня короткий вопрос на правах модератора. А подскажите, просто для лучшего понимания системы, правильно ли я понимаю, что конкретные предприятия, которые вступают в кредитную кооперацию, они могут заниматься самыми разными областями деятельности, но, скорее всего, ну, из-за того, что они все равно возникают вокруг какой-то группы предпринимателей, это люди, которые примерно вот в одной среде как-то связаны. Там, не знаю, обувная промышленность, ритейл, энергетика. То есть все равно консолидация идет по какому-то отраслевому признаку изначально. Да, признак должен быть. Законодательно определено три общности сегодня. Да? Одна – это территориальная, то есть вы можете создать кредитный кооператив своего муниципального органа, там, поселка там, и так далее. Да? И там есть, кстати говоря, возрастной ценз. Там как бы у вас появляются дополнительные права, когда вы там просуществуете больше 3 лет. Вот. Это новации как бы, законодательства последнего времени. Я считаю, что оно негативно очень влияет на развитие кооперации. Есть другая презентация, мог бы показать. Но вторая история – это профессиональный признак. Да? То есть это могут быть работники какого-то одного предприятия. И третье, в законе есть социальный признак, с которым активно борется государство. То есть вы не можете, например, создать там кредитный союз болельщиков «Спартака». Вот, потому что как бы мошенники туда зайдут. То есть они создадут специальную организацию, под которую создадут потом кредитный союз. И как бы регулятор не может это дело регулировать, но считает, что он должен это регулировать. Вот, поэтому да, признаки есть. Но очень хороший вопрос. Вообще говоря, если посмотреть глубоко, чтобы развивалась кооперация, должен быть признак общности судьбы. И вот то, что рассказывал коллега сейчас по Бразилии, вот, то, что мы рассматриваем крупные... Вообще все крупные движения, они все возникали в большой проблеме. Взять ирландское движение, это, еще раз говорю, выход из-под британского геноцида, Ирландская лига кредитных союзов. Взять там, например, Мондрагон, понятно, это бакский кооператив, там та же самая, там со стороны Испании давление. Взять, там, скажем, Desjardins, это франко-канадская там история. Вот. И это диктует о том, и это может быть отдельным была бы интересная тема, я не знаю, будет ли она или ее когда-нибудь организовать, а вообще есть ли исторические условия? Потому что, вообще-то говоря, это все создается в определенных исторических условиях. Сегодня есть исторические условия для того, чтобы кооперация возникала и развивалась. Мы скорее находимся на восходящем тренде, и вообще на тренде, или это затухающий тренд. Вот, например, в игре сумеет ли кооперация справиться с классическими банками? Вот почему? Потому что банки сегодня очень активно используют именно кооперативные формы. Они создают свои сообщества, они объединяют своих клиентов, мы это знаем, в различные группы. То есть они становятся более кооперативными, чем кооперативы сами по себе. Ну, я могу много говорить, поэтому давайте вы меня останавливайте. Какие еще вопросы? Вопросы?
Поднимаем руку, если у кого-то есть вопрос. Вот, Леша Сафронов. Только не содоклад. Спасибо, очень интересно. Сложилось впечатление, что значительная часть вашей деятельности по взаимопомощи – это помощь в защите от чрезмерного внимания государства или от чрезмерных рисков, которые создает государство вот избыточным регулированием либо избыточным давлением. Так ли это? Если так, то, может быть, пару слов, в чем вы видите ну, как бы проблемы, которые создает государство, чтобы кооперативы не развивались слишком сильно? Ну, я отвечу вот сначала как бы исторически, да, вот когда мы начинали эту деятельность, мы, ну, как нормальные предприниматели там в большой структуре, мы подумали, а не залезаем ли мы в какой-то незаконный вид деятельности. И взяли, написали там сначала через аудиторов, потом напрямую письмо в 96 году вот, в Центробанк. И у меня есть письмо с ответом за подпись Савинской, то есть типа мы не осуществляем незаконную банковскую деятельность. В этом письме написано о том, что кредитные кооперации – это отдельная форма, это гражданские институты. Они никогда не регулируют центральными банками, и когда этого не будет. Подпись, печать, все в порядке. Проходит несколько лет, и мы как бы слышим, по всему миру как бы идет централизация. То есть это я к тому, что мы находимся в процессе, когда это глобальная история. То, что касается нашего государства, оно не делает ничего другого, что не делают как бы другие государства. Да? В данном случае кооперация, как некий финансовый сектор, вся эта вот история с созданием мегарегулирования, и мы находимся именно вот в этом тренде. Вот. Дальше вопрос на вкус и цвет. Я считаю, что позиция как бы гражданская, она должна быть такая, что люди, которые, ну, как бы там без физических недостатков, у которых все в порядке с головой, они должны уметь соорганизовываться и помогать своему государству. Не брать от него, не тянуть от него, а укреплять свое государство. И в этом есть ответственность и обязанность гражданского общества. И в этом смысле кооперативы могли бы и должны бы, с моей точки зрения, становиться такими как бы организациями и брать на себя такую ответственность. Вопрос, насколько это на самом деле происходит, но моя позиция заключается в этом. Можно создавать, вот мы здесь сидим, все здоровые, нормальные, умные люди. Можно объединяться, можно создавать, и можно создавать ресурсы, в том числе для государства, помогать ему в этом. Тогда мы будем все сильнее. Спасибо.